Друзья, приветствую вас. Это вот срочный выпуск. Засыпали вопросами относительно того, что случилось же по нефти. Ну, смотрите, вроде торговались в районе 26, там 27, но вообще больше похоже на 25,5-26. И вдруг бах, вынос аж 35, пробили там в том числе и 31 и так далее и тому подобное. Просто вообще насквозь прошили. А произошло очень простое событие. Дело в том, что поступила информация, что Трамп оказал влияние на саудитов и на Российскую Федерацию, что будет достигнута договоренность по поводу снижения добычи нефти на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Но это достаточно существенно, потому что мировое потребление нефти в сутки составляет где-то порядка 100 миллионов. То есть это получается надо сократить на 10-15%. Текущая выработка США, Саудовской Аравии и России это более 30%, но менее, по-моему, 40-50%. Вот, и поэтому, три державы, вот, которые предполагается будут сокращать добычу нефти, они должны существенно порезать свою нефтедобычу. Но на самом деле здесь не надо испытывать иллюзий по поводу того, что сейчас цены на нефть, они улетят в небеса. Может быть, в краткосрочной перспективе они улетят. Но, во-первых, это существенный удар по нефтяной промышленности, потому что для того, чтобы реализовать такое вот мощнейшее снижение добычи, представьте, 10-15 миллионов от 40-50%, это получается треть. То есть на треть США, Российская Федерация и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти. Это, в общем-то, я не знаю, на грани фола шаг, на мой взгляд. То есть никто так сокращать не будет, или такие договоренности будут достигнуты на словах, но фактически никто эти договоренности, скорее всего, соблюдать не будут. Ну и, собственно говоря, многие американские финансисты, помимо вот этого товарища, там еще если чаты почитать, что пишут, что, в общем-то, вот это действие, которое приведет к тому, что WTI будет стоить $25 за баррель, США не поможет. Мы для того, чтобы нормально жить, должны иметь нефть по $50 за баррель, WTI. То есть Brent должна где-то 55-60 быть. Вот. Помимо этого, еще раз обращаю ваше внимание, это действие, оно, на мой взгляд, не несет в себе никакого конструктива. Потому что вот они поднимут цены на нефть за счет снижения добычи. Но вопрос в том, что будет с общей прибылью, потому что количество сократится, цена вырастет. Здесь надо смотреть, что будет с денежным потоком. Может быть, это сокращение невыгодно никому. Потому что чем ниже цена, тем, с одной стороны, чистая прибыль, она больше. Потому что есть какие-то издержки, которые они всегда есть, независимо, они постоянные. Но с другой стороны, для того, чтобы сокращать нефтедобычу, надо закрывать скважины. Это дополнительные издержки, и потом в случае их расконсервации наибольшие затраты будет нести именно Российская Федерация, не Саудовская Аравия и не США. Поэтому вроде договоренности достигнуты, Трамп показал влияние на саудитов и на Российскую Федерацию, что вот такое снижение будет 10-15 миллионов баррелей в сутки. Но на самом деле я, во-первых, слабо представляю, как это будет достигнуто. Во-вторых, эффективность этой меры, я думаю, она крайне сомнительная. Кроме как того случая, что это временно сейчас вызовет взрыв роста цен на нефть. Но в дальнейшем, пока не будет выровнен спрос и предложение без ущерба для нефтяной отрасли существенного, мы, скорее всего, роста полномерного и адекватного по нефти не увидим. Но это мое лично субъективное мнение. Так, если месячный график по нефти откроем, то здесь мы увидим, что, получается, нефть не допадала до необходимых значений. И поэтому этот рост, он, можно сказать, еще не в полной мере оформился. А с другой стороны, если брать недельный таймфрейм, то прошлой неделе она закрылась с указанием на то, что формируется разворот по нефти. На самом деле, технически, конечно, эта картина, она может быть двоякой. Вот то, что мы получили сегодня и вообще на этой неделе. С одной стороны, нефть очень сильно уронили, и технически она должна отскочить. Это первый момент.
Второй момент. Вот этот рост он произошел на новости, и после этого сразу последовал откат. Но сейчас уже текущая цена, она ниже $30 за баррель по бренду. Если мы с вами возьмем дневку, то мы здесь увидим, что, ну, скажем так, вот этот вот шпиль, который возник, во-первых, она не закрепилась выше 31, во-вторых, здесь вот эта вот цель была движения 37,3. Эту цель так и не отработали. То есть, как бы получается такое половинчатое движение, стопы сорвали, куда-то сходили, что-то немножко раздали. Опять же, по объему торгов, вот этот вот выход наверх, он не подтверждается. Видите, какой объем небольшой. Ну хорошо, Америка не доторговалась пока. Посмотрим, как эта свеча сегодня дневная закроется. Но, скорее всего, я прогнозирую, здесь существенного увеличения объема, на мой взгляд, не будет. Так, ну и вот часовик такой красивый по нефти, смотрите. Видите, вот прямо ровненько. То есть долбанули и прямо под 31 сильный уровень ушли. То есть это получается даже не пробой был, а всего лишь прокол временный, который, ну вот исключительно на новости там сработали у роботов, закипели микросхемки и погнали наверх. Стопы собрали, когда стопы закончились, вернулись по 31. Здесь позакрывали вот все цели, которые были, и благополучно сейчас можно возвращаться на 27. То есть если вот сегодня будет все-таки закрытие выше 31, то это будет говорить о том, что произошли какие-то существенные изменения, которые нам пока неизвестны. Вопрос в том, какие это изменения. То есть фундаментально, но не могли спрос нарастить за одну ночь, за один день. Вот. И поэтому я так предполагаю, что это просто новостной выстрел, и в ближайшие дни недели в лучшем случае будет диапазон 29-27. А то и, скорее всего, назад сюда загонят по 27,5 в диапазон 25-26. Ну вот, если рассматривать 15-минутный таймфрейм, что мы видим? Вот здесь вот в этом пике, в нем объемов-то не было. Это просто стопы добивали. То есть все объемы, они прошли вот в районе 31 и в районе 29. Ну или если рассматривать минутный таймфрейм, то здесь как бы вообще получается, что просто сначала вот здесь вот был набор. Вот здесь, видимо, стопы содрали и донабрали позиции. Далее была проторговка активная в диапазоне 29-31. А то, что было наверху, там 30-34 там и выше, здесь вообще практически без объемов. Ну только вот на 34 здесь, скорее всего, просто добивали, у кого стопы были большие. То есть их добили, и после этого все это дело посыпалось, ушло по 31. И сейчас, судя по динамике процесса, наверное, это все вернется вот сюда, вот по 27,3. Вот такая загогулина вышла с нефтью. Так, ну если смотреть индекс доллара S&P Futures, то получается, что ну, фактически вот спустились на 2450. Вот эта сильная поддержка здесь, если будет пробито 2440 далее на объеме и пойдет закрепление, то мы увидим сразу движение 2400. И вот если не удержится 2400-2390, тут уже он конкретно посыпется, и здесь уже будет сильное негативное движение по всем рынкам. Так что по поводу нефти, я думаю, скорее всего, это был просто прокол новостной. На новости собрали стопы и вернулись назад. Никаких кардинальных изменений здесь не произошло. То, что как бы хочет Трамп на треть сократить нефтедобычу, я думаю, это нереально. Скорее предприятия будут банкротиться, те же сланцевики, чем ну, таким образом урезать. Или, может быть, Трамп хочет, чтобы Саудовская Аравия и Россия срезали так добычу. Но это получается ее ну, где-то процентов на 40-50 надо сократить. То есть для России это уже как бы будет очень жестко. Очень жестко. Для Саудовской Аравии тоже это будет не сахар. Но фишка в том, что Саудовская Аравия, она может легко реанимировать заколоченные скважины. Для России этот процесс будет более затратен. Но если мы посмотрим сравнение разных сортов нефти, то есть Brent, который является ключевой опорной, а WTI, то, что для Америки важно, и Urals, то, что как бы ну, является отражением наполнения российского бюджета, что мы увидим? Что, в общем-то, по факту вот этого движения, которое здесь возникло,
Ну, вот здесь данные с некоторой задержкой, но сейчас как бы на самом деле по Уралсу цена не 21, как он показывает, а где-то в районе 19,5-20. Вот так же как Brent, чуть подешевле. Вот. Но тем не менее, то есть мы видим здесь, с одной стороны, есть попытка нарисовать вот это вот округлое дно такое. А с другой стороны, судя по объемам, пока, скорее всего, эта попытка успехом не завершится. Но вот опять же, если сейчас минутку брать и рассматривать, вот идет попытка локального разворота от сформированного сильного уровня 28,1. И сейчас цель движения по нефти будет сходить на 30,7. Вот, но первая цель, вот она будет 29,3. Здесь либо пойдет проторговка и сформируется движение вот сюда вот или к сильному уровню, или уже прямо вот отсюда по факту проторговки пойдет отскок и движение в диапазон 28,1, 27,3. Ну и в целом такое движение по нефти, оно, в общем-то, вывело из пике, точнее тут даже не пике было по ММВБ индексу, часовой таймфрейм. Мы спустились на нижнюю границу вот этой консолидации и просто от этой нижней границы оттолкнулись и сходили к верхней границе. То есть ничего здесь такого мощнейшего, героического не произошло. Просто более энергичная торговля в диапазоне. Выстрелила, чик и все. Таким образом, друзья, резюмирую, на мой взгляд, вот это событие, оно имеет сильный новостной характер и вызвало сильное движение. Но в перспективе, я думаю, вероятность того, что реально окажет на значительное позитивное воздействие на рост цен на нефть, я думаю, оно не очень велико. Вот если реально выведут из строя какие-то мощности там в Иране или еще где-то, тогда да, тогда как бы вполне может восстановиться цены на нефть, и спрос придет, ну, хоть как-то в соответствии с предложением. Но текущие условия снижения на треть добычи совместно с Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Россией или на 40-50% Саудовской Аравии и России, если Америка не планирует снижать, я думаю, эти условия, они являются крайне сложно выполнимыми. И кроме как то, что они заявлены, и это оказалось такой сильной новостью, в действительности они будут далеко не столь строго исполняться. И скорее всего здесь пока не придет в силу реальных причин спрос в соответствии с предложением, ни о каком существенном росте цены на нефть, я думаю, речи не пойдет. То есть такие короткие задерги на фоне каких-то новостей или каких-то геополитических событий они будут. Но пока спрос с предложением не выровняется, все равно речь идет о том, что цены на нефть будут где-то в районе 25-30 или даже 22-27 по Бренту. Спасибо за